Это не ваш телефон? Наш. Ваш? Да, мы вам звоним. А зачем мне звонить? Сейчас мы звоним? Да. У нас в эфире сегодня Владимир Якубович, человек, который говорит, что он может продать все, что угодно и кому угодно по телефону. Так ведь? На встрече тоже можно, конечно. Еще раз? На встрече тоже можно продавать. На встрече. Насчет кому угодно и где угодно, тут может быть некоторое преувеличение. Есть уже авторы, которые писали про это книги, но не уверен, что они могут это делать. Дело в другом. Дело в том, что в формате реалити при всех могу продавать действительно то, что вы скажете. Вот вы мне сейчас поставили задачу, я буду это продавать. При всех звонить по телефону или лично. То есть вы мне челлендж такой уже прям сразу предлагаете? Да, если вы ставите задачу, то... Чуть-чуть попозже его как бы провести. У нас для вас есть интересная задача. Устроить такой челлендж вам прямо здесь. То есть можете прямо сейчас сделать. Я просто видел ваше видео, то есть как вы это все хитро, красиво делаете, да? Вот можете все, что хотите, кому хотите, да? Да, конечно. Можете. Я могу сказать так, что я могу это делать, я это делаю при всех, я это сделаю технологично, с максимумом результата для вас и для клиента. То есть я получу результат, и клиент получит результат. С максимумом результата, который можно выжать в данный момент. Ведь клиента можно дожать, а можно пережать. И если я сделаю слишком много, то это может вызвать обратную реакцию, а обратная реакция не нужна ни вам, ни клиенту. Вы еще там HR занимались, еще чем-то. Вот сейчас ваше основное направление — это именно холодные звонки, горячие звонки и продажи, так скажем, по телефону, правильно? Я обучаю в 4 направлениях. Первое — это руководителей по управленческим навыкам, по лидерским навыкам. Второе — это продажи, вы верно сказали. Третье — работа с персоналом. И четвертое, я обучаю врачей, в частности неврологов, психиатров и других специальностей, потому как со сложными пациентами работать. Это как? Но это нужно говорить им такие слова, создавать такое ощущение, ауру, атмосферу, поведение такое, для того, чтобы они больше доверяли врачу и больше следовали нужной терапии. Я понял, это те люди, которые попадают к ним после ваших звонков, соответственно. Ну, надеюсь, что нет. Ну, мне кажется, так происходит. Волгоград чем пожаловали, что будете здесь, с каким тренингом, с каким мастер-классом, то есть чем будете здесь народ веселить и радовать? Да, завтра у меня будет тренинг, он называется «Дожим клиента». Его проводит мой провайдер. Компания называется «Спикер», Юлия организатор. Тема, еще раз, «Дожим клиента» — 28 способов продавать день в день. Мы рассмотрим в основном это как дожимать клиентов с точки зрения сначала исследований, конкурентной разведки, а потом 2 шага. Это как обходить секретарей, а потом как правильно договариваться с точки зрения скриптов с клиентами. Это первый звонок и второй звонок. Ну и плюс мы поговорим про личную встречу, как на встрече, какие действия нужно делать, чтобы также дожимать, договариваться, что ли, с клиентами, чтобы они говорили «да», им это интересно. Волгограду вообще это интересно, потому что вот по моему личному опыту общения с людьми здесь, с бизнесами, то есть не то, что дожимать их нужно, а прям добивать этих клиентов, вот, ну как бы, потому что очень трудно до людей донести информацию, особенно если она какая-то современная и прогрессивная. Ну это правда, я думаю, что это не только для Волгограда. Волгоград знаменит тем, что он один из самых длинных, по-моему, номер 2 после Сочи, вновь образованного, я имею в виду, по территориальному признаку. А длинный, это значит, что, может быть, и решения долго принимаются, вот вы об этом в том числе и говорите. Однако, думаю, что здесь, наверное, классическая в целом региональная специфика. А региональная специфика состоит в том, что я подумаю, никуда не тороплюсь, ну, может быть, вы мне что-то впариваете, мне это не надо. Вот такие стандартные возражения, или я посоветую. Я посмотрел, конкурент этого не делает, и мы тоже это пока не делаем. Да. Вот если есть эти отговорки, нужно понимать, как с ними работать. И у вас 2 варианта. Или все-таки договориться с ним прямо сейчас, а многие теряют инициативу и говорят после этих слов, говорят, ну ладно, я тогда перезвоню, если что, хорошо. А второе, выждать немного времени и звонить уже с какой-то новостью, с каким-то акцентом. Или сейчас, или чуть позднее. Но нет ни одного варианта, который говорится, если мне сказали нет, вот вы лично мне сказали: Владимир, мы не будем для вас бесплатно видео снимать завтра. Это не означает, что этого не будет. Это означает, что у меня есть 2 стратегии. Или сейчас продолжить разговор, или завтра с утра вам перезвонить. У вас уже работает ваша схемка, и да, я видел эти все ваши приемчики. Прикольно. Хорошо, что я это вижу сразу. Ну, все-таки, я не знаю, хотя бы вот один из 28 можете секретиков рассказать нам, как это добить? Как добить вот клиента? Хотя бы один пример. Один из способов — это правильные слова говорить к секретарям. Но я остановлюсь на следующем. Что нужно сказать клиенту для того, чтобы он сразу стал с тобой говорить? С удовольствием. И если вы звоните клиенту, что говорят обычно? Говорят: здравствуйте, я представляю компанию «Спикер», мы занимаемся организацией тренингов, и к нам такого-то декабря приезжает бизнес-тренер такой-то. Да. Скажите, насколько для вас это интересно? Ну, вы это слышите, эти слова, и понимаете, это обычный спам. В целом, если для вас это было до этого интересно, вы продолжите диалог. Но если для вас эта информация новая, скорее всего, это вызовет агрессию и негатив.
обратную реакцию. Поэтому нужно говорить по-другому. Нужно сказать, во-первых, нужно не здравствуйте, а сначала знать имя, которое вы можете у секретаря заранее узнать, если это с B2B. Узнали, я звоню, говорю, Владимир, я дождусь, когда вы что-нибудь буркнете. Да, хорошо. Потом, добрый день. Здравствуйте. Вам придется сказать мне добрый день. Добрый и день. уже я вовлек вас в беседу. А потом, это Владимир Якуба, компания, например, Speaker. Есть у вас пару минут буквально? Дело в том, что я звоню по достаточно неординарному вопросу. Слышите меня, да, сейчас? Да, И конечно. у вас сразу же возникает ощущение, что что-то важное. Хотя потом я буду говорить опять про этот какой-то декабря, этот Владимир Якуба, этот тренер, этот тренинг, но все же очень важно вначале зацепить. Это один из способов того, как правильно построить в начале диалог, чтобы дожимать. Смотрите, сейчас среди моих знакомых много таких людей, которые говорят, что вот бизнес-тренеры вообще как шарлатаны по большей части, да, а вы это показываете, демонстрируете, ну, опровергаете это не прямо на мастер-классе, да, то есть на тренинге на своем, то есть берете телефон и набираете. Вот вы такой молодой, вам 33 года, да, на сайте, 34 уже, поздравляю, с днем рождения, недавно было, да? Ну, не обновили там, да. Я понял. Ну вот, 34 года вам, вы откуда все это знаете? То есть вы где-то работали в колл-центре или там начинали, а может быть, проходили какую-нибудь тяжелую школу колл-центра одной из наших каких-нибудь крупных российских компаний? Как вы этому всему научились? Откуда вы это все знаете в таком раннем возрасте? Ну, насчет ранним, наверное, уже не совсем. Ну, для бизнес-тренера ранним, будем так Да, называть. а может быть, с точки зрения моих коллег по цеху, есть просто много существенно старше. Я две вещи по этому поводу скажу. Первое, мой папа офицер в отставке, и он умеет делать все. Ну, как многие офицеры советского времени, вообще как многие наши советские граждане, когда не было вообще возможности. Мы строили вместе с ним гараж, там, он ремонтирует сам машину и так далее. Это меня все время научило тому, что ты должен все уметь делать сам. Только я для себя принял решение, что я не хочу уметь делать все, я хочу уметь делать все в конкретном направлении. И поэтому мне интересны все детали досконально. А второе, я занимался продажами сам долгое время, и когда однажды я открыл свою компанию, и до этого я занимался продажами, у меня было только два пути. Это или же продавать так, чтобы пятки сверкали от того, как я быстро бегу к клиентам, и они со мной готовы встречаться, или же закрывать свою компанию. Когда ты открываешь свой бизнес, на первом месте это продажи. И я готов спорить с тем человеком, который хочет сказать что-то другое, даже если у вас производство или еще что-то такое, на первом месте продажи. Конечно же, после идеи. Поэтому второе, я перенял все через себя. Я прошел все через себя и сделал это, испытывая совершенно разные методы, потому что школу я выстраивал сам себе, самостоятельно. Если не секрет, что за бизнес, с чего начинали? Начинал я, две компании, было два кадровых агентства, RC Group, Human Power Strategic. В МТС я проработал 2 года, 2 месяца и 7 дней. Но, правда, я там занимался больше обучением и подбором персонала. А в 2007 году я открыл компанию Tom Hunt, вот эту. Это хедхантинговое агентство, кадровое агентство, консалтинг различные, тренинги. Но в данный момент у меня есть еще несколько направлений. Это и риэлторские услуги, и сайт по созданию скриптов продаж. И я построил детский садик, точнее детский центр частный, 4-этажный. Ну, такие-то разные направления. Последнее, то, что мы с вами, с чего и начали, собственно говоря, вот этот челлендж, который мы вам предлагаем, да, то есть продать что-то кому-то, то есть можем сейчас это осуществить? Да, говорите. Что говорить? Что вам, какая информация вам нужна, чтобы это осуществить? Что нужно продавать? Кому звонить? Или кому нужно подойти? Нет, подходить никому не нужно, смотрите, нужно позвонить, продаем оптимизацию, продвижение и рекламу в интернете, YouTube-канал, да, так скажем. Есть человек, сейчас, у нас есть конкретный человек, кому мы можем позвонить. У нас с этим человеком какие-то непонятные отношения, да? Вы его не предупреждали о моем звонке? Нет, не предупреждали, конечно. То есть мы ему звоним сейчас, и, соответственно, вы, используя свою технику, сможете ему это продать. Хорошо. Поняли, да, в чем суть? То есть у него есть... Юлия, подайте телефон мой, пожалуйста. А вот нужно. Набираем. Держите. Сейчас я своего наберу. Никогда возвращается. Сейчас кто-то... уже не звонит никто. Свое. Мы ему продаем... Что? Напомните? YouTube-канал. Оптимизацию YouTube-канала. Оптимизацию YouTube-канала. У человека, не очень хорошо отстроен YouTube-канал. То есть он достаточно известный. И у него Волгограде. есть... Волгограде здесь. Нет, вообще, в принципе, по России. То есть он достаточно известный. У него есть YouTube-канал, который не очень хорошо оптимизирован. Чем он занимается? Он бизнес-тренер. Тоже, да? Да.
Хорошо? Вот, и, соответственно, нужно набрать ее, но я вам советую набрать все-таки с нашего телефона, вот, потому что, ну, не хотим номера его раскрывать, да, на камеру, вот. И, А я не буду на камеру показывать. я понял, ну, в любом случае, вот, если не У меня тяжело, просто громкая связь громче, если не тяжело. поэтому... Но если не тяжело, вот такая просьба одна. Без проблем. Да, на наших условиях. Конечно, хорошо. То есть, и, соответственно, то есть предложить ему вот эту услугу, оптимизацию продвижения YouTube-канала, и потом расскажете, ну, как бы, давай сейчас я громкую связь. Он ваш номер знает? включу. Нет, А, хорошо. Его зовут Влад. Влад, да? Это не ваш телефон? нет? Наш. Ваш? Да, мы вам звоним. А зачем мне звонить? Сейчас мы звоним? Да, мы вам звоним. Вот это сейчас ко мне идет. Да, мы вам звоним. И что должен сделать? Взять? Продать себе. Себе продать? Да, себе эту услугу. Ага. Алло? Алло? Да. Там не отвечает? Почему? Отвечают, просто видите, получается, как это. Но мне довольно сложно будет с собой говорить, как минимум, видите, из-за технических сложностей. Да, видим. Хорошо. Я готов звонить по-настоящему. Давайте так. Вот так мы сделаем, оно будет. Ага. Дело в том, что я не смогу сейчас говорить по той причине, что я продаю всегда по-настоящему. Так мы по-настоящему. Тогда, если вы хотите мне что-то продать, Вот. мы можем перейти к дожиму клиента стадия 2, это личная встреча. Вот мы встретились. Тогда вы мне продавайте. Так мы вот встретились, да? То есть первую стадию мы так быстро это самое сделали, да, считайте с вами. То есть стадию звонка мы вот на этом этапе отработали, да? Нет, Как мы не вот, отработали. я знаю, потому что у вас не было таких ситуаций, мы специально подготовились, то есть... У меня была ситуация, когда мы в прямом эфире звонили и журналиста переманивали на работу из той компании, в которой я интервью проводил. Тут смотрите, в чем фишечка, да, вот этого всего сейчас момента, в том, что мы посмотрели ваш YouTube-канал, а одна из наших услуг как раз оптимизация продвижения YouTube-канала. И мы смотрим, что у вас есть видео, вы постоянно там выкладываете, но они у вас не набирают просмотры и не Да. набирают там, как бы вот это все, то, что делают ваши коллеги по цеху, да, вот, соответственно, мы решили, думаем, а как же вот вас заинтересовать таким вот интересным этим самым, решили вот сделать таким образом, понимаете, то есть мы сейчас вам вот на личной встрече предлагаем оптимизировать ваш YouTube-канал, соответственно, расскажите нам, раз вы все умеете продавать, как вам самому себе продать нашу услугу. Хорошо, с удовольствием. Тем более я знаю суть проблем, которые я испытываю в этом направлении. Я ими сейчас занимаюсь, но занимаюсь не так эффективно, как это могут делать специалисты. Я думаю, что для того, чтобы дожать, нужно первое, периодически об этом напоминать, потому что я знаю, и вы знаете, что это моя проблема, и я знаю, мы оба знаем, что она может приносить деньги, поэтому это совершенно разумный аргумент насчет того, чтобы вложить сейчас, для того, чтобы что-то потом довольно быстро, кстати, получить, потому что он не нулевой, он уже набрал там 360 тысяч просмотров, что там есть? 4 тысячи подписчиков. 4 тысячи подписчиков, да. Стремящихся к 5, да. Да. Но с 2011 года это достаточно долго, я вам пишу. Мгм. Первое, такого человека, как я, в общем-то, человек, который занимается раскруткой, ему нужны цифры. Чтобы дожимать, нужно первое знать цифры. Это значит, что вот мне приятно, что вы говорите про 4000 подписчиков, потому что, значит, вы это посмотрели. Конечно. Значит, я понимаю, что я говорю не с менеджером по продажам, а с человеком, пусть даже менеджер по продажам, который хоть как-то уже поинтересовался, а не занимается спамом. Поэтому с точки зрения дожима вы сделали правильно. После этого второе, нужно заострить внимание на моей боли. Сказать, Владимир, вот вы уже это сделали с 2011 года, сейчас 17 скоро. То есть за 5 лет вы набрали 4000 подписчиков. Владимир, у вас там гонорар составляет, вы в год проезжаете 120-130 городов, и это все, что может сделать ваш YouTube-канал. Люди с удовольствием смотрят, но не видят вас, не могут найти. При этом, Владимир, мы обычно работаем с людьми просто регионального уровня и за довольно короткие сроки поднимаем сотни тысяч просмотров. У вас совсем другой уровень, федеральный, и сработав в таком контрасте, с одной стороны, по стоимости, как в Волгограде, а с другой стороны, с масштабом совершенно другим, мне кажется, что это может быть обоюдно интересно нам. Как вы думаете, Владимир? Спросили вы меня. Я сказал бы, ну знаете, я подумаю, скиньте ваше коммерческое предложение, мне нужно посвящаться с коллегами. Вы скажете, отлично, Владимир, пишу ваш e-mail. Ну, пишите, как мой мобильный телефон, собака.mail.ru без восьмерки, хорошо? Да, хорошо, Владимир, тогда я отправляю вам предложение, и завтра утром набираю вас, хорошо? Я говорю, нет, мне завтра тренинг, давайте позднее. Хорошо, после 6, наверное, закончите, да? У меня потом будет самолет, ну, Владимир, до самолета в 8? Да, ну тогда до 8 я наберу вас. Отстаньте, хорошо, звоните.
Смотрите, договорились. Вы мне завтра перезваниваете. Я, например, не беру трубку, занят или лечу в самолете. Вы мне скидываете смс-сообщение. Владимир, мы провели исследование, отправили вам информацию по e-mail. Получили? То есть не навязчиво, не пережимая, замечу, а дожимая. Хочешь не хочешь, так вы закончили вопросом, мне придется, этически, как бы я ни относился к вам, этически придется ответить. Я вам отвечу, мол, получил. Вы мне отвечаете, отлично, тогда могу вас перенабрать после 11. Не надо писать, могу ли перенабрать просто, а после 11. Я не отвечу в течение 2-3 часов, и у вас есть моральное право мне все-таки позвонить. И таким образом продолжается вот это вот дожим. И я вам больше скажу, однажды я взял на работу человека, который мне звонил 6 раз, предлагая одно и то же решение. Это мы сделали видеоролик, он у меня на сайте, на главной странице, там, где с лыжами, может, помните? Да, если вы видел, смотрели. да. Вот этот видеоролик я сделал платно, Где за вы деньги. ездите на эти Более того, я этого человека взял себе на работу потом. трейлер. Ну да. Мгм. И он сделал, более того, он сделал для меня очень важное дело. Вы же видели трейлер? Нормально, конечно, правильно, да, хороший достойный. трейлер, да. Хорошо сделали ребята, но он меня убеждал 6 раз. Почему я не соглашался, если это стоит намного дороже, чем те деньги, которые я заплатил, имиджево? Потому что я классический русский парень, который не верит каждому встречному. То есть не верит тем людям, с которыми он не знаком лично или не через кого-то. А вы для меня человек незнакомый. Поэтому меня нужно дожимать. И каждого нужно дожимать. Потому что в 5-6 раз вы, Владимир, уже не встречный, а вы уже почти знакомый. Так и есть. Ну, отлично. Друзья, вот у нас есть схема, по которой мы завтра отработаем, отправим Владимиру все наши там коммерческие предложения. 20 раз мы о нас напомним. Ненавязчиво, как он говорит. Вот. И посмотрим, может быть, через какое-то время вы увидите результат на его канале, соответственно, с приложением наших усилий. Отлично, спасибо.